Ну что, я смотрю, время уже начинать конференцию. Я слышала, что к нам подключается еще одна очень большая группа, поэтому, ребятушки, давайте мы подождем еще 2 минуты. Как только они подключатся, мы тут же начнем. Хочу объяснить нашим гостям, как мы работаем в этой комнате. Первое, что я бы очень всех попросила, опять же, напишите в чате свою информацию. Город, с которого вы подключились, или страна, естественно, ваше имя. Если у вас уже есть спонсор, пожалуйста, напишите имя своего спонсора. Затем, если вы захотите Брайану задать вопросы, можете нажать на ладошку. Я увижу, что она поднята, открою микрофон, и вы сможете с нами пообщаться. Хорошо? Ну что, я немножечко волнуюсь, хотя это непривычное чувство мне, но такой особый гость сегодня у нас, и я думаю, что пора уже включать нам камеры. Валерий Иванюга, ты уже записываешь, молодец, да. У нас сегодня Валерий Иванюга сделает запись этой встречи, так что мы потом сможем эту запись выслать нашим знакомым, друзьям, всех, с кем мы хотим поделиться вот этой замечательной историей. Ну что, Брайан, let's begin. I think it's time. Let's open our cameras. Oh, yes. Oh, so wonderful. I'm so happy. Okay. I don't know which language to speak. Okay, I will speak English, Russian. Друзья, я очень рада сегодня, сейчас, секундочку, я поправлю свою камеру, да. Я очень рада сегодня вам представить моего вышестоящего спонсора Брайан Смит, который привел меня в Life and Global. Эту историю вы сегодня вкратце услышите, но сегодня история даже не обо мне, хотя нужно бы сказать, что я сегодня нахожусь на позиции титанового директора, и за прошедшие 5 лет я построила огромную организацию, частью которой вы сегодня являетесь. Но вы знаете, для того, чтобы стать успешным в бизнесе, у тебя должен быть ментор, у тебя должен быть тот человек, который тебя начнет направлять в правильное направление, в правильный direction. И вот таким человеком, к счастью, у меня идет мороз по коже, явился Брайан Смит, с которым я познакомилась в 2004 году. Это был февраль. Историю, как мы познакомились, если Брайан не расскажет, я эту историю расскажу. Наверное, следует рассказать, что Брайан уже был очень успешен в то время, но все-таки он хотел открыть новый рынок. И его жена как-то в газете увидела статью, что в русской комьюнити будет проводиться встреча бизнесменов. И поскольку я уже работала в индустрии сетевого маркетинга, я не умела строить бизнес, я только умела продавать продукцию. Вот. Я представляла компанию, в которой я в то время работала. И Брайан пришел на эту встречу, и мы познакомились. И, конечно, я хотела его пригласить в свою компанию, и поэтому на следующий день я пришла к нему домой и рекрутировала его. И Брайан слушал всю мою презентацию терпеливо, но в конце он, когда открыл компьютер и показал мне, что в его организации, в другом бизнесе, уже было 600 тысяч партнеров, причем с разных стран мира, у меня отвисла челюсть. Я сказала: все, я буду работать с тобой, потому что я не умею строить организации, я не умею так работать в индустрии, как работаешь ты. Поэтому, подписавшись тогда в его команду, мы начали вместе строить бизнес. И когда я нашла компанию Life and Global, когда Брайан мне рассказал об этой компании, я уже знала четко, что делать, как делать, и вы видите мой успех. Но, опять же, история не обо мне, но я хотела немножечко сделать прелюдию, чтобы вы понимали, кто я и почему я сегодня с такой любовью, с таким трепетом буду рассказывать вам о Брайан Смит, который фактически изменил мою жизнь. И я хочу, чтобы вы поняли, что в жизни появляется, знаете, вот мы часто молимся, мы говорим: Господи, помоги нам изменить жизнь, дай мне это. И Господь посылает тебе ангела. И вот этим ангелом был Брайан.
вот он появился в моей жизни, и буквально за несколько месяцев работы с Брайаном моя жизнь кардинально изменилась. И я помню, что уже встречая Новый год, я стояла возле елочки, и я позвонила Брайану перед Новым годом, и я плакала и благодарила его за то, что моя жизнь изменилась. Почему она изменилась? Потому что я уже тогда начала получать дополнительный доход свыше 3000. Для меня это было 13 лет назад, это уже были хорошие деньги, поэтому я была очень ему признательна. Но сегодня моя жизнь гораздо лучше, чем тогда, но все начинается с того, что в твою жизнь приходит человек, который дает тебе важную информацию. И если эта информация не пролетает вот так мимо уха, а когда ты ее слышишь, используешь эту информацию, вот тогда начинают происходить те вещи, которые вы видите вот у меня. Тогда начинаешь зарабатывать деньги, тогда меняется стиль жизни, тогда ты можешь помогать другим людям, становишься меценатом. То есть жизнь кардинально меняется. И сегодня я хочу предоставить слово моему красивому, здоровому, успешному, молодому, кстати, Брайану в этом году исполнится 70 лет, в октябре месяце, человеку, который, вот сегодня история его будет о том, как молодой юноша мечтал, он родился в очень бедной семье, вы это услышите, в очень бедной семье, в жутких условиях, но он мечтал, и он очень много в своей жизни чем занимался, и традиционным бизнесом, и затем одна сетевая компания, вторая, третья, четвертая, множество сетевых компаний, пока не нашлась та программа, в которую он направил весь свой фокус. Это правильная программа, в которой он стал миллионером, и вы видите вот эту фотографию. Вот. Так что сейчас я предоставляю слово Брайану, я, наверное, задам ему вопрос. Я подготовила PowerPoint с его фотографиями, и я буду стараться как бы маневрировать между этими фотографиями, следовать той истории, которую Брайан нам будет сегодня рассказывать. Хочу вас предупредить, что мы не готовились, я подготовила фотографии, но Брайан просто будет говорить так, как он обычно разговаривает со мной или с людьми, поэтому это будет такая непроизвольная встреча с нашей командой, с вами, для того, чтобы вы поверили в себя, чтобы вы поверили, что жизнь не заканчивается на сегодняшнем моменте, где бы вы ни находились. Если у вас сегодня плохое состояние здоровья, вы услышите, как Брайан преодолел это. Вы услышите, как он, умирая, держался за жизнь и сегодня дожил до 70 лет. Вы услышите, как у него бизнес рушился, и он начинал новый бизнес. Он никогда не сдавался. И это, наверное, история о том, как верить в себя, как быть мужественным и как добиваться цели. Вот, наверное, вот эти три такие основные, основополагающие такие пункты, из чего будет состоять его история. My dear Brian, I already so many things about you. I told how we met back in 2004. I told people that about your life, that you was born in very poor family, and you had so many ups and downs in your life. But I know you will tell us much more. And I told my team that I prepare many photos, and I will be showing. I will try to follow your story and show the pictures that apply that moment of the story that you will tell us. Okay, all right. And thank you very much. I have to translate you. So one sentence at a time, and then I translate. Okay, all right. And I want to tell you, you look amazing. You look great. For a person who's going to be 70 years old this year, person with liver cancer, chemotherapy, with very heavy life, right? But very happy life. Very happy life. Yes. So you look amazing. Let's begin, my dear friend. Thank you very much. Yes. Let's begin from the beginning. How you were, how you decided to write a book with Ken Rowland, your friend, because he's also a millionaire in network marketing, and then your entire story. Do you know that Ken Rowland? He is he's on the list of the number 100 network marketing millionaires. He's like 100. I think he's on the. If you go out and look on the list, he's listed. He's a very
Just a second, one sentence at a time, please. I have to translate. Кен Ролан, друзья, вы видите фотографию Кен Ролан, это друг Брайана. Он в данный момент находится в списке 100 человек, которые входят в список топ-миллионеров в индустрии сетевого маркетинга. Yeah. So he and I worked together many years ago. Мы вместе работали очень много лет подряд. I got introduced into a company in network marketing, and I was a businessman. I owned beauty salons at the time. Я услышала о сетевом маркетинге в то время, когда я работал бизнесменом, у меня был традиционный бизнес. And one of my customers came to me and told me about network marketing. И один из моих клиентов подошел ко мне и рассказал мне о сетевом маркетинге. And I loved what I heard and how the industry worked. Мне понравилось все, что я услышал, как работает эта индустрия. And I decided at that time that I was very interested. I wanted to try to do network marketing, and I joined a company, a diet company. И я был заинтересован, и я вступил в компанию, которая имела такие диетические какие-то сапплименты. I'm going to just tell you how I got started, what made me excited. Я хочу рассказать, как я начал и что меня как бы заставило прийти в эту индустрию. So I immediately understood the vision. I understood the principle and how it worked. Я просто начал понимать принцип работы в сетевом маркетинге и как это все работает. I joined the company. Я вступил в компанию. And I had no success. Но у меня не было абсолютно успеха. Nothing. I was like, I did not know what to do. Я не знал, что делать. And it's like any other business, you have to understand how the business works. В любом другом бизнесе ты должен понимать, как вести этот бизнес. You can't just jump into something without training, so you have to understand. Ты не можешь начать делать что-то без обучения. I did everything wrong. И я все делал неправильно. And in that business that I was in, they used to send magazines every month. И в том бизнесе, вот, в который я вступил, они каждый месяц высылали журналы. In the magazine, there were people there who were successful. И в этом журнале всегда были фотографии успешных людей. So I realized that I need to know what they are doing. И я поняла, что мне просто нужно узнать, что же они делают и как они делают. The company, I was introduced to another company. И тогда мне предоставили еще другую компанию. And I thought to myself, instead of talking to people who don't know what to do, И я подумала, вместо того, чтобы разговаривать с теми людьми, которые не знают, что делать, the company had the names and places where the people lived. So I dialed information on the phone and got phone numbers. В общем, короче, Брайан взял список людей, которые там работали в компании, набрал номера телефонов. Now, these were very successful people. И эти люди были очень уже успешные. So I found the phone numbers. I started to dial these people from nowhere. You know, I just called them up. И найдя телефоны, так как телефоны этих успешных людей были размещены в журнале, я просто начал их обзванивать. And introduced them to this new opportunity that I had. И я начала им рассказывать о той возможности, о том бизнесе, которым я занимался. Everybody said, no, 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 no. Who are you? Нет. То есть никто не хотел с ним работать. One person. Один человек. A very successful person. Очень успешный человек. After many, many times of everybody telling, well, who are you? What are you doing? What are you calling me for?
После того, как очень многие ему звонили и предлагали разные вещи. Да. I convinced one man to listen. Я убедил одного человека из этого огромного списка успешных людей послушать меня. He joined my opportunity. И он вступил в мой бизнес. Within 60 days, После 60 дней I had success. I mean, he opened a door to successful people everywhere, all over. Вход как бы к успешным людям, которых он знал. Now remember, I was a nobody. И помните, я был никто. I knew nothing about network marketing. Я вообще ничего не знала о сетевом маркетинге. I just knew that I needed to find people who knew, understood it, and I was able to open the door to a whole world of people. Я только понимал, ничего не зная о сетевом маркетинге, ничего как бы не понимая и не зная, я только понимал одну вещь, что мне нужно найти тех людей, которые откроют мне дверь в новый мир. That made me that made me very successful. И я тогда стал очень успешным. In my team, Ken Rowland was underneath me from this group of people that I now was involved with. И в той группе, вот, которая образовалась, новая группа, как раз находился Кен Роланд, который попал в эту группу. So within just a matter of, just because I believed, I knew that if I believed that I could achieve it, and I just kept going against all odds, and all of a sudden I became a network marketer, a successful professional network marketer because of the people that I had called. Брайан просто понимал, что если я верю, я могу всего достичь. И вот эта вера как раз привела его к тому, что он стал очень успешным профессиональным сетевиком, потому что в его группе попали вот такие успешные люди, которые повели его дальше и дальше, и образовалась успешная команда. So then Ken Rowland and I established a relationship, and we worked together many years successfully. И вот тогда с Кен Роландом у них завязалось хорошие отношения, дружеские отношения, и они начали вместе сотрудничать многие годы. He was a mentor to me. Хотя Кен Роланд был в организации Брайана, его даунлайн, но он обучал Брайана, как работать в индустрии. So that's how I started to become successful in network marketing. И то, как началось мое путешествие работы в сетевом маркетинге и к моему успеху. And then I stopped the business I was in and became full-time and successful. Now, prior to that, I was a musician. Ну, вот так началась история Брайана как бы в сетевом маркетинге, но до этого он еще и был музыкантом. И я вам только что показала фотографию его жены Полы, вот, с которой они живут. How long have you been married together, Brian? 34 years. 4 года они вместе живут. И они были музыкантами, они до сих пор вместе поют. Вот, это прекрасная семья, и я просто ими всегда восхищаюсь, их прекрасными отношениями. Okay. Now that picture that you had while I was playing, there were 20,000 people in front. Фотография, вот эта фотография, которую вот сейчас я показываю. We were on a big stage here. Они выступали на большой сцене, и в зале находилось 20 тысяч человек, слушателей. То есть Брайан был большим музыкантом. We had success as a musician, but we wasn't like my, job. I was just did it because I loved to play music. Irene is a very talented musician too. I don't know if you know. Брайан говорит, я занимался музыкой, потому что как бы это была его страсть, он любил это делать. Вот, поэтому это не то, что была его работа основная, но он делал это из любви к музыке. And also, a reason Ken and I got along so well, he was also a musician. He traveled in bands, and so
what we did. You know, И Кен тоже, он был музыкантом, он играл в многих оркестрах. Друзья, я хочу задать Брайану вопрос. Brian, I want to ask you something and then translate in Russian. I remember when I started working together with you, I was not professional network marketer. Брайан, я когда начала работать с тобой, я не была профессионалом, ну, скажем, такого уровня, как сегодня. And I remember you always show me example from other people, how other people became very successful. И ты, Брайан, мне всегда показывал примеры других людей, которые стали успешными в индустрии. And I remember you told me a story of Ken. Я помню, как ты мне Кена историю рассказывал. And I remember you told me that Ken had physical disabilities. Ken, он инвалид. Он был очень беден. He was very poor, right? And Yes. he lived in Texas, in chicken coop, right? Yes. И он в сарае, где живут цыплята. И когда Брайан ему звонил, он спрашивал: Кен, как погода? И он говорит: one blanket or two blankets. How is the weather like, right? And he said, one blanket, two blankets. А Брайан говорит: как погода в Техасе? И он отвечал: у меня одно одеяло, я сегодня накрываюсь одним одеялом или двумя. То есть два одеяла, это значило, что было очень холодно. Такой бедный был Кен Роланд. И сегодня, let's say about Ken Rowland, few things. I remember he used to make over $20 million in previous company, right? Yes. He's still with that company. Yes. That's right? 20 million a year? Right. Well, yes. Да, он зарабатывал 20 миллионов. Вот представьте себе, от жизни в сарае к тому, что he has so many houses right now. He's very successful, right? Yes. У него очень много домов, он очень успешен. Но этот успех, он шел к этому успеху очень много лет. He was going to find his company to become successful many, many years. He tried many companies. And he found it, and obviously together you became very successful in that company. И я говорю, и, конечно, мы видим, что работая вместе очень много лет, переходя с одной компании в другую, вы нашли свою компанию, и вместе они стали суперуспешными. И Брайан меня познакомил с Кеном, и это был, я не помню, какой это был год, мы находились в Голливуде, вы видите эту фотографию. Окей, Брайан. And that's where we met when you and I and Ken Rowland were involved in this other company. And I think that's some pictures of it here. Yes, I believe those pictures from 2005, 2006. And let me tell something to my team. Я думаю, что эти фотографии где-то с 2005-2006 года. Вот так я думаю, да. Вот. И вы знаете, друзья, вот когда я начала работать с Брайаном, он каждый раз, когда я с ним общалась, он всегда какие-то фразы произносил. К примеру, он говорил такую фразу: «Помогай не тем, кто просят, а тем, кто заслужил». Или он рассказывал мне, как становление таких компаний, как Таишинони, как он начинал строить бизнес, как они на линии сидели по 6 часов, ждали оператора, потому что компания только открылась, у них операторов еще не было, им нужно было долго ждать. Он мне рассказывал о том, как приходил первый продукт, и банки разбивались, и этот сок тек по ступенькам, но это их не останавливало. И все эти истории, они закаляли во мне, во-первых, веру в индустрию, они закаляли во мне понимание, что трудно вначале, трудно быть первым, но это ведет к удивительной жизни. И это как раз вот пример. Вы видите, Брайан когда-то начинал развитие компании, и он уже в этой компании был очень успешен. И мне повезло, что он пришел, меня нашел и вовлек в этот бизнес, и я начала с ним путешествовать. И честно вам скажу, вот эти фотографии бьюти, вот эти фотографии в Гавайях, мы были в Техасе, мы были в Атланте, мы были в стольких потрясающих поездках. Ну, моя жизнь, конечно, сказочно изменилась. Мы были на круизах. И вот подошел момент, когда
Брайану позвонили и сказали, что он стал миллионером. Но я сейчас задам ему вопросы. Okay, Brian, I just showed the pictures Right. and I told the stories that because of you, I start to travel, I start to see United States, because I never had the chance to stay in such expensive hotels. We didn't have money to stay in expensive hotels, but because of the industry, because of the company, they pay for us. So we start to travel and we had so much fun. I remember we've been in New York, in Atlanta, Texas, Utah, Hawaii several times. So that was amazing time. So back to Ken Rowland, can you mention a little bit more about your struggles? Because we have partners who wants to become successful tomorrow. I start business today, tomorrow I want to be a millionaire. I want to make 3,000, 10,000 tomorrow. No, that's not going to happen. It takes time to build organization. Let me translate. Я попросила Брайана, чтобы он все-таки вернулся в прошлую жизнь и рассказал, как они начинали строить, потому что многие из вас, мои любимые партнеры, вы, слыша, что очень быстро можно стать успешным, вы хотите вступить в компанию, завтра уже зарабатывать деньги. Да, это возможно, но это процесс построения организации, и на это уходит время. Поэтому, ну, давайте послушаем, что Брайан нам еще расскажет. О своем опыте. Okay, Brian, go ahead, please. Okay, so anything that it takes time. It's a learning process. It's like taking a seed and planting it. You don't get a flower overnight. You have to water it. Как Ирина уже сказала, да, это развитие любого бизнеса берет время. Это как берешь семечко, да, сажаешь и ждешь, завтра цветка не будет. Это нужно ждать, чтобы цветок появился. And after it gets enough sun and it gets enough care, then you have your flower or your fruit. You know, it takes time. It's season. Everything works. Чтобы солнце, чтобы вода, чтобы время, чтобы это развитие этого растения произошло. Да. The thing you have to remember is it is a process. If you do the work, it will happen. Вы делаете работу. It will happen. If you believe it, you can achieve it. Вы достигнете этого. You have to do the work. Но вы должны делать работу. You have to stay committed and Вы see должны it быть through. к своему бизнесу. Don't give up. И не сдавайтесь. No matter what happens. Что бы ни происходило в вашей жизни. Always stay focused on your dream, on your vision. Держите фокус и видение на то, что вы хотите, какая ваша мечта. And you will create it. It will happen. Вы это все создадите. You will create a wonderful life. И вы создадите прекрасную жизнь. This is the beauty of network marketing. И это красота сетевого маркетинга. Brian, let's go back to your childhood. Because we obviously see that you became super successful in network marketing. Брайан, давай вернемся назад в прошлое, потому что сейчас мы видим, что ты, да, действительно стал супер успешным в сетевом маркетинге. Please tell us your background. I remember that you were born in a very poor family. Your family struggled. Your father was injured, and you have to work, and you were dreaming about this success, right? Let me translate. Брайан, расскажи нам о своем детстве, потому что я помню, что ты родился в очень бедной семье, что твой отец работал лесорубом, и он это как injury, забыла по-русски, травму получил, и он не мог работать, и дети в семье работали. Но Брайан, будучи маленьким, он всегда мечтал, чтобы он был вот таким успешным. И это произошло. Okay. Well, when I was 9 years old, my father was in a logger. He cut down trees. Мой отец работал в лесу, да. A tree fell on him. И дерево упало на него. And broke his back. И поломало ему спину. He couldn't work. И он больше не мог работать. The
didn't have charity then. They didn't have the systems they have today. So he. В то время у нас не было в Америке той системы, которая бы помогала бедным людям. We had 7 kids. У нас было 7 детей. So when I was 9 years old, I went and got a job delivering papers. You know, И когда мне было 9 лет, мне пришлось пойти на работу почтальоном. My 2 brothers also got paper route. И мои 2 других моих брата делали то же самое. And we would deliver papers and bring home the money to pay the rent. И мы дети, разнося газеты, работая почтальоном, мы приносили в дом деньги, чтобы мы могли существовать. So we learned very early how to hard work. You know, Так что в раннем возрасте мы уже поняли, что такое тяжелая работа, что нужно тяжело работать. You know, ultimately my father got better, but I can, you know, learned how to work hard and to be productive and not to expect something for nothing. Да, и отец, конечно, поправился, но мы в тот период поняли, что да, нужно тяжело работать и нечего надеяться на, что ничего не делает и что-то можешь иметь. Именно ничего не делает и что-то можешь иметь. Yeah, we lived in a very small house. Мы жили в очень маленьком доме. And the house was like falling down. И дом разваливался. It was very embarrassing. Это было очень стыдно. I didn't want anybody to know I lived there. Я стеснялся вообще показывать детям, где я живу. But when you live in a small town, everybody knows you live in the. Когда ты живешь в маленьком городке, все знают, где ты живешь. You couldn't hide. Ты не можешь прятаться от людей. But I told myself when I was young, I would never be poor. When I. Но когда я был вот таким юнцом, я себе дал слово, что когда я вырасту, я никогда не буду бедным. So, I did everything possible to learn how to be successful in life and to work hard. Я делал все, что возможно, чтобы быть успешным в жизни. And I started my own businesses and. И тогда я начал вести собственное дело, традиционный бизнес. And at one time I owned the largest chain of beauty salons in Oregon. И в один момент я открыл самое большое количество парикмахерских в Орегоне. That was before you met me, but. И это было до того, как Брайан со мной познакомился. I had television ads and I was very. Я был очень успешным. Я рекламировался в газетах и на телевидении, то есть я был, да, успешным бизнесменом. So. Итак. Okay, let's go back to the time when you became millionaire. Брайан, давай вернемся в то время, когда тебя объявили миллионером. I remember, Brian, actually, this is what I'm telling my people all the time. Money, it's not everything. Деньги – это не все. Your health, very important. Твое здоровье очень важно. Right. Brian became successful, but he was losing his life. А Брайан стал успешным, но он терял жизнь, потому что в тот самый прекрасный момент его жизни, когда он достиг успеха, когда у него был резидуальный доход, когда, открылись небеса, да, вот, живи, наслаждайся, в этот момент доктора ставят ему, приговор, cancer, right, рак. Yes, At that time, when you were super successful, that's the way to live. You have money, you had residual income, you had beautiful kids, you had so many friends around the world. Boom, doctor said cancer, and that was very scary. И я была как раз свидетелем этого, потому что я помню, что у Брайана очень много лет был цирроз печени, и потом врачи в этот момент говорят: у тебя рак. И вот что происходит с Брайаном. Я всегда в своих презентациях говорю о том, что, ребята, зарабатывайте деньги. Даже те люди, которые в других компаниях зарабатывают деньги, в компаниях, в которых нет продукции,
Здоровье, деньги – это не все. Слава Богу, что Брайан пережил эту тяжелую операцию по трансплантации печени. Слава Богу, что он выжил. Вот. Но я думаю, это произошло, почему он выжил. Его организм был крепок, потому что он тогда уже принимал массу сапплиментов, которые он использовал из тех компаний, в которых он работал в то время. Okay, I just told my team that yes, money is important, but health is also very important. It has to be balanced. And you got very lucky. You got transplant. The surgery went very well. And I visit you 2 weeks after the surgery, and I took this picture. Actually, I showed this picture because I want people to really understand. Without seeing your scar, people cannot understand what you went through. I know, I understand. It's okay. It reminds me too how lucky and blessed I am. Я Брайану говорю, что я должна показывать эту фотографию, потому что, когда я рассказываю историю о Брайане, люди даже не понимают, через что этот человек прошел. Не видя вот этот шов, да, ты даже не понимаешь, насколько его жизнь была на волоске, и вообще через какие мучения нужно было пройти, вот, когда ты становишься... ну, когда в такой ситуации находишься. И эта фотография была сделана мной уже в 2008 году. Вы видите, здесь написано 2 недели после операции. И я пришла к Брайану домой. И самое удивительное, что Брайан ходил, разговаривал, потом повел меня в подвал, где у него была студия. И он играл на гитаре, и я думала, что, честно говоря, в один момент гитара была тяжелая, я боялась, что у него лопнут швы. Вот. Вот я просто хочу сказать, что человек настолько любит жизнь, настолько не сдается в любой ситуации, что после такой сложной операции он играл на гитаре и пел. Он бы еще и танцевал, просто у него не было возможности, потому что переживал за швы. Brian, I just told people how I visit you, how I took this picture, and how you brought me downstairs to your music room, studio room, and you play guitar and you sing. I have video, but I cannot find it somewhere. Okay. No, that's yes. okay. Yes. The idea, I worked very hard, beautiful life, and it's a great success. And then one more thing happens, cancer. У меня была красивая жизнь, я был успешный человек, и вот случается онкология. The example that I want you to understand is always stay positive. Пример, который я хочу вам продемонстрировать, всегда оставайтесь позитивным. You will never be given a problem that you can't handle. God will never give you a problem that doesn't give you the power to handle. Господь вам никогда не даст такую проблему, которую бы вы не могли преодолеть. У меня мороз по коже. I have goosebumps. Okay, so I'm showing the pictures from the video that I took it, back in 2008. That was 2 weeks after the surgery or 3 weeks. I think 2-3 weeks. Я вам сейчас, ребята, показываю фотографии, которые я сделала сегодня утром. Я вырезала из видеоматериалов, которые находятся на YouTube. Дело в том, что Брайан собрал всех своих друзей после операции, и в караоке, большой караоке зал был, и он пел. Во-первых, он поблагодарил всех за молитвы, он поблагодарил всех за поддержку, и он сказал, что я сегодня, I'm celebrating my new life. Я сегодня праздную мою новую жизнь. И это был 2008 год. So that was back in 2008. Okay, I want to just say one other thing. I want to tell about when I was in the hospital. Да, я хочу вам сказать, как я был в больнице. It takes 2 weeks to 30 days, to come out from transplant. Когда ты получаешь донорскую печень, после трансплантации обычно берет от 2 до 4 недель, чтобы тебя выписали из больницы.
the day after I had transplant, День после трансплантации, на следующий день после трансплантации, I had them pull the tubes out, and I я got out of the bed and I walked away. И я я как-то поднялся с кровати и пошел. Doctors thought I was crazy, you know. Мой доктор думал, что я вообще психбольной. And 4 days I went home from the hospital. 4 дня я уже пошел домой, был выписан из больницы. And I never looked back. I set a record, you know, for just. И я никогда не вернулся как бы в больницу, и я поставил рекорд, или как это по-русски говорится, да, рекорд по быстрому восстановлению после трансплантации печени. And, you know, the recovery is a very difficult recovery, and I was still having cancer treatments. И, конечно, восстановление это был очень тяжелый процесс, потому что мне нужно было пройти много лечения. But I forced myself to just, you know, try hard and. Но я себя заставил, работать тяжело над тем, чтобы быстро восстановиться. Brian, let me say something. Today, when I found this picture, you singing at the karaoke party, the sign you were singing, "Fool, if you think it's over," right? And if you can sing for us. Друзья, вы знаете, когда я увидела вот эту фотографию, здесь написано: "Ты глупец". Ой, мороз по коже. Ты глупец, если ты думаешь, что твоя жизнь закончена. И это как раз та песня, которую пел Брайан в тот день. И опять же, вот сегодня я хочу, чтобы вы поняли, где бы вы ни находились, что бы у вас в жизни сейчас ни происходило, не думайте, что жизнь закончена, потому что всегда есть шанс начать все сначала. Brian, do you want to sing this song? Fool, if you think it's over because you said goodbye. Yeah, good job. Okay. We have fun. Yes. Друзья, почему я люблю Брайана? Потому что это один из самых жизнерадостных людей, которые я встречала в жизни. Мой папа такой жизнерадостный, а Брайан второй человек. Человек, который просто живет и хочет жить. Okay, now, after this successful party, suddenly you start to feel worse. And I know you went through chemotherapy. That was 10 months or 12 months, I don't remember right now. Yes, it was like a year. Год химиотерапии. Вот эти медикаменты, которые Брайан принимал, я сделала фотографию эту, да. Я сейчас Брайана спрошу, просто пусть он напишет, в какой депрессии он находился, как он не хотел жить, как он хотел покончить жизнь самоубийством, до того момента, как его друг позвонил и рассказал о Laminine. Вот я хочу, чтобы просто вы услышали реальную историю вот от человека, который через это прошел. Брайан, can you tell us about your depression? How you felt 4 years after transplant? How you were surviving you want to suicide? I remember that. You had so many complications. Can you tell just in few words? I think the reason for the trouble was all of those drugs you see in the picture that doctors were giving. Я думаю, причиной всего того, что Ирина только что сказала и описала, были вот те медикаменты, которые вы сейчас на картинке видите. So many pills every 3-4 times a day. It was столько медикаментов, которые нужно было принимать 3-4 раза в день. And I was diagnosed now with cancer. Врачи ему поставили диагноз онкологию. Hepatitis C. Гепатит С. I had a stroke. Паралич, или как это, инсульт. I had diabetes because of all of the drugs. У него появился диабет, потому что он принимал все эти лекарства. I had stomach problems, everything, all related to massive amounts of drugs.
Только потому, что он массированное количество медикаментов принимал ежедневно. And that was when my friend called me and Adrian, and he told me about Laminine. И это был период, когда его друг позвонил и рассказал ему о продукте Laminine. Его друг Адриан. He'd know I'd gone through so much, and I was struggling. Большие испытания. But you know, the doctors now had got me on so many medications, I was completely off balance. Но врачи меня поставили на такое огромное количество медикаментов, которые полностью с баланса его сбили, выбили из жизни, можно так сказать. Да. I mean, it was the worst. It was probably, even though it should have been the best time, with having all of the blessings of a transplant, I was feeling like I was cheated because I had such a second chance, but now all these drugs were making me feel terrible. Наверное, я должен был бы испытывать такое благословение после получения новой печени, начала новой жизни, но все вот эти, я обманывал себя, потому что вот эти медикаменты, они просто его приводили в жуткое состояние. Brian, let me just say something. So that was the time when you start to take Laminine, and in a few days, I remember you called me. You called me and you was yelling at me. That was happy voice. Я помню, Брайан ко мне позвонил, он не просто разговаривал со мной, он кричал. Он просто кричал в телефон. Я помню, как сегодня этот голос. Irene, I feel so great. I want to sing. I want to dance. I want you to take Laminine. Ирина, я чувствую так себя хорошо. Я хочу петь, я хочу танцевать, и я хочу, чтобы ты начала принимать ламинин. И я говорю, что? Вот Laminine. Что это за продукт? И Брайан тогда начал мне рассказывать, Laminine приводит организм в баланс, Laminine brings body to balance, to homeostasis, I want you to go to California with me, я хочу, чтобы ты поехала со мной в Калифорнию, и я тогда была занята другой программой сетевого маркетинга, и я ему говорю, no, и Брайан, как самый лучший спонсор в мире, ребята, вот посмотрите, каким нужно быть спонсором, как самый лучший спонсор в мире, он купил мне билет, посадил на самолет, и мы прилетели на знакомство компании, которой в то время было всего 6 месяцев. And I said, and Brian is the best sponsor in the world, the best sponsor in the world. He bought me a flight ticket, put me on an airplane, and we came to California together with Adrian Matthew to meet Life Farm Global Family. And that was my first day meeting Wiki, the entire team, and the company was only 6 months old at that time, right, Brian? That's right. And you know, prior to that, remember now, I had been gone through, I was taking 35 medications. I had to have blood transfusions. I had to have blood transfusions every single week because каждую неделю мне делали переливание крови. I had so many different problems with blood sugars and the gout, and I was just feeling terrible depression. И проблема была и с давлением, и проблема с диабетом появилась, и гаут. Это сейчас, это я забыла, как это называется. I forgot the Russian name for gout. Это когда, знаете, стопы болят, пекут. Забыла это название. Знаете, когда стопа ноги вот вся как на огне. Вот. И я помню, Брайан ходить не мог. И это все вот, реакция была последствия приема медикаментов. So within just 3 days of taking Laminine, I started to feel the difference, and I knew something good was happening. После приема ламинина я уже по-другому начал себя чувствовать. And that's when I called Irene and said, Это вот когда я позвонил уже Ирине. So now, I'm going to fast forward. Сейчас я немножко перейду как бы вперед, расскажу, что дальше происходило. I am not taking, 35 meds anymore. Я уже не принимаю 35 медикаментов. I take Laminine. Я принимаю Laminine. And I only had to take 1 or 2 meds because of the
the liver transplant. Я принимаю 1 или 2 вида медикаментов только потому, что у меня новая печень. Basically, 2 medications, no problems, no side effects. И фактически, что я живу без медикаментов, и никаких побочных эффектов больше нет. All those medications are gone. Все медикаменты исчезли с моей жизни. I feel like a normal human being, and I feel happy, healthy, and you can see this was in like a month. We all went on trips, and we're back. Месяц приема ламинина, я уже мог путешествовать, и мы полетели, вы видите эти фотографии. And this has been 5 years, and now 5 лет, как я уже принимаю ламинин. We have reached hundreds of thousands of people with. И мы уже, тронули жизнь десятки, сотен людей. And the story continues to grow all over the world. И история продолжает расти и летать по всему миру. And that's because, you know, of one person having a difference. You can make one person. И это потому что, когда вы меняете жизнь одному человеку, your story matters. Ваша история очень важна. Tell it. Share it. Ее, делитесь ею. And your life will be blessed. And и ваша жизнь будет благословенна. Brian, let me show more pictures. We have so many new people today at the conference. So what I want to point to my team, that you recover so fast in such a short period of time. So I remember when I joined Life Farm Global, you already had 50,000 volume for Gold Director. And by the end of 2011, in 2 months, you and me, because I follow you, we qualified for car bonus. And we went to dealership, a Mercedes dealership, to pick up a new car. And that was amazing. That was amazing. Ребята, давайте я вам расскажу, что Брайан, с того момента, как он начал принимать ламинин, у него настолько быстро начал восстанавливаться организм, что у него была энергия обзванивать людей. И когда я уже решила принимать участие в бизнесе, у Брайана уже в то время было 50 тысяч товарооборота за считанные недели. И к концу 2011 года, вот 2 месяца, ноябрь и декабрь, мы с Брайаном, я закрыла серебро, Брайан закрыл золото, и мы уже вдвоем квалифицировались на особую программу, которая в то время была на получение на бонус, бонус на машину. И мы с Брайаном поехали на дилерскую. У меня где-то есть этот видеоматериал в YouTube. И я как раз записывала историю, как Брайан, вот, я рассказывала, еще недавно мой друг умирал, еще недавно он был на медикаментах, мы сегодня уже квалифицировались на эту машину. И, ребята, это реальная история. Но знаете, я хочу вот как бы... Сегодня тренинг, знаете, это же не то, что представление. Мы говорим о бизнесе, мы говорим о характере, мы говорим о качествах, которые должны быть у людей, которые хотят добиться успеха в MLM. Стать миллионером – это не так просто. Зарабатывать огромные чеки – это нужно что-то иметь внутри себя, что горит постоянно, и у Брайана это присутствовало. И я видела, что мой спонсор, еще недавно умирающий, еще недавно больной, еще недавно весь в депрессии, сегодня бомбасит этот бизнес. Конечно, я побежала за ним. Я одела кроссовки, сегодня я тоже в кроссовках сижу. Я одела кроссовки, зашнуровала их, села на телефон и начала обзванивать людей. И по сегодняшний день это делаю. Почему? Потому что денег не бывает много. Потому что столько людей живет в нашем мире, даже в моем собственном городе, которые понятия не имеют об этом уникальном бизнесе, об этой уникальной продукции, которая может сохранить им жизнь. Поэтому вот этот тренинг, он для меня очень важен. Я обожаю с Брайаном работать, я обожаю рассказывать эту историю. Я очень счастлива, что у нас сегодня есть момент вам все это рассказать. I just told the story, what's happened. So this picture from 2012, I already was a gold director. You were almost platinum director at that time.
And I was very proud, Brian, of you, that you, after such an illness, made it to gold, to platinum, and you took your beautiful wife, Paula, to a beautiful cruise. And that tells that everything is possible. Yep. Everything is possible. Я говорю, что Брайан, Брайан очень быстро начал строить карьеру, и он закрыл серебро, и потом платину, и вы знаете, что как золотой директор получает компьютер, телевизор, бесплатный круиз и 3000 кэш бонус. И Брайан взял свою красавицу, жену Полу, и они отправились на первый круиз золотых директоров. И я помню, как я с гордостью своим новым партнерам рассказывала об этом моменте. Я говорю, смотрите, человек еще недавно умирал, и сегодня он уже успешен. И это, знаете, это, наверное, история, вот никогда не сдаваться. А вот идти за своей мечтой, что бы в жизни ни происходило. Вот запишите, идти за своей мечтой, что бы в твоей жизни ни происходило. И, конечно, Брайан для меня большой пример. И беря с него пример, я стала платиновым директором. И вот эта фотография для меня очень дорога, потому что вы видите с левой стороны Брайан, с правой Адриан Мэтьюс. Два моих аплайн, люди, которые меня и привели в индустрию Life Farm Global, и которые мне показали большой пример. И вы видите уже следующие фотографии. Мы вместе в Калифорнии. И мы потом с Брайаном и с Адрианом прилетели в Калифорнию. Это был уже 13-й год, когда Адриан закрыл бриллиантового директора. И мы как... Даунлайн, преданная Даунлайн, полетели с Адрианом, потому что мы очень гордились. Okay, back to Brian. So Brian, I just told the story and how we've been successful, and we start to do many meetings. And I remember how we had amazing meeting in Portland. Мы проводили много встреч. Вы видите фотографию, Брайан проводит тоже мероприятие в Портленде, вот, и он уже платиновый директор, вот, и когда у нас началась Life Pension, конгрессы, проводимые в Калифорнии, приехала с Казахстана, с Монголии, с Индонезии, с России, с Украины, с Израиля, с Латвии, приехало очень много партнеров. И вы знаете, что меня шокировало? То, что после этого мероприятия Брайан пригласил всю мою команду. Нас было, я не помню сколько, 50 человек или 60, причем повел в дорогой ресторан и оплатил полностью вот этот ужин. И я помню, что я говорю, Брайан, мы сами заплатим. И Брайан заплатил это все. И вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что человек любит жить, он не жмот. Он не то, что, знаете, вот я заработал деньги, он имеет широкую душу, с широкой душой и с пониманием признательности тем людям, которые работают в твоей организации. Брайан не мог мне как бы помогать проводить презентации, потому что он на английском, а я строила бизнес с русскоязычными, но когда у него был шанс встречаться с моими партнерами, он отдавал себя, душу, деньги, все, чтобы партнеры видели, насколько он им признателен за то, что они в нашем бизнесе, за то, что они строят нашу команду и так далее. Brian, I just told the story how you pay for my entire team. Over $2,000. I think it was 2,500 or something like that. And that shows that you like to show the appreciation people who's working in our team, right? Yes, absolutely. And Irene, I just want to thank you for the inspiration that you have been to everyone and to prove that it can be done. And you and I are examples. If we can do it, so can you do it. It's the dream is there for you if you strive to achieve it. We've shown how you can get, your dreams can come true. The best years of your lives. I'm just listening. I'm just listening. Sorry. Да, Брайан говорит, что да, действительно, как бы мы являемся примером.
того, что если есть мечта, можно этого достичь. И это, если у нас произошло, это может произойти с любым человеком. By the way, this picture of a next life venture in 1 year, and this picture of Людмила Островская, she's here right now with us, and she lives in Indonesia. And Людмила, привет, привет, мы рады, что... Видишь, как приятно, что ты была у нас в Калифорнии, и ты сегодня присутствуешь на этой конференции, ты вспоминаешь Брайана и тот момент, когда ты с ним фотографировалась. I remember so many partners brought gifts to us, and they brought honey from Siberia, and I like when you connected with my team, because everybody knows your story and everybody amazed by your story. Yeah, that's the picture when you're holding the jar with honey. Yes, beautiful. Thank you. Да, я говорю, что я рада, когда Брайан, ну, имеет такую связь с моими партнерами, и все мои партнеры, потому что моя каждая презентация, многие мои тренинги начинаются именно с его истории. Почему я выбрала эту компанию? Да потому что я увидела его удивительнейший результат. Как я могла поменять свой работающий уже бизнес на что-то новое. Конечно, что-то должно было меня сильно зацепить. И Брайана история просто снесла мне голову. Я нырнула в эту компанию и вынырнула вместе с вами. И вы видите сегодня уже результат всего того, что произошло. Да. Так что я сейчас показываю фотографии. Okay, so that year, that was 2014. I remember how you were called up on the stage to tell your story. And everybody were amazed, Brian, when 3 years after you joined Life Farm Global, you still survived, you still were living, you were happy, you were healthy, and your story touched lives of so many people. Я помню, что когда Брайана вызвали на сцену, вот вы видите, это был 2014 год, вот объявление Брайана, endorsement of Laminine. Посмотрите на Брайана, с какой походкой он выходит. И он рассказывал историю, через какие мытарства он прошел, и как Laminine сохранил ему жизнь. Вот, это была действительно потрясающая история. Okay, and now to your life, Brian. Now tell us what network marketing can do to people. When you once put your effort to share information, when you find right people, then business starts to fly, right? And then you start to receive residual income and you can enjoy life. And that's what we like about network marketing, because when you stop working, money stop coming. Network marketing, you stop sharing for a second, but money continue to come because so many people start to buy Laminine, Powerhouse Pack, now Laminine. So we have constant residual income, and income comes from all over the world where people love Laminine, people take our products, share information. So you, by signing up, by paying for my flight ticket to California, got me interested in the company, in the product. Your result got me excited, and I started to share information about you. I was talking only about you. I was not talking about Laminine. My friend Brian was dying, and he's alive. Unbelievable story. And people heard your story, and people joined because of your story. Oh, let me translate. Что я хочу сказать, что ребята, мы находимся в сетевом маркетинге. Сетевой маркетинг, он предполагает следующее, что вот традиционный бизнес. Ты идешь на работу, работаешь, тебе деньги платят. Перестал работать, там болезни, сокращение, увольнение, все, денег нету. В сетевом маркетинге, даже если ты на минуту, на день перестаешь что-то делать, те люди, которым ты передал когда-то информацию, подхватывают и начинают ее разносить по разным городам, по разным странам. Люди начинают использовать Laminine, Powerhouse пакет, Laminine, и ты начинаешь получать деньги, которые идут уже не только с своего города, поступают, да, от дистрибьютора в твоем городе, а поступают от дистрибьютора, которые живут в твоей стране, в других континентах, в других странах. И это вот то, что Брайан, будучи больным, ребята, я хочу, чтобы вы понимали, будучи больным,
веря в индустрию, пройдя через вот эти все мытарства, подключил меня, купил мне билет, насильственно меня привел в Калифорнию, насильственно, потому что я упиралась, у меня был другой бизнес, я не хотела ничего слушать. Я не могла менять один бизнес на другой. Должны были быть веские причины, чтобы я поменяла компанию, чтобы я свой фокус переключила с одной программы на другую. И, конечно, Брайана история затронула меня. И когда Брайан привез меня в Калифорнию, когда я увидела презентацию о продукции, компенсационный план, возможности, вот эти машины, поездки, новый стиль жизни, я сказала, я буду это делать. И только потому, что я и другие люди приняли решение, сегодня Брайан, он может жить. И я считаю, что он заслужил жить, понимаете? Ему не нужно уже тяжело работать, потому что все-таки, знаете, когда у тебя новая печень, ты не знаешь, что может произойти. Слава Богу, у нас есть такой продукт, который его держит на плаву, делает его сильным и здоровым. И вы знаете, я сегодня радуюсь, когда я вижу, что Брайан купил огромный мобиль home, он путешествует по Америке, он катается на своем карт-машине. How do you call this cart machine? Dune buggy. Okay, да, он по дюнам катается песчаным. Знаете, когда ты видишь, я не завидую Брайану, а я рада. И это очень важно, не завидовать, а радоваться за того человека, который дал тебе когда-то нечто ценное и привел тебя в ту индустрию, в ту компанию, в которой ты уже начинаешь делать то, что ты обязан делать как бизнесмен, как строитель бизнеса, как человек, который обязан делиться с миром ценной информацией. Поэтому от болезни, скажем так, от мечты к успеху, потом от болезни к сопротивлению, к восстановлению, от прекрасной жизни. И вот эти фотографии были сделаны в декабре прошлого года. Что сделал Брайан, как хороший спонсор? Позвонил ко мне, говорит, Айрин, ты едешь в Лас-Вегас, а я только приехала с Вегаса, только приехала. Чемодан еще даже не распаковала. И он говорит, там, идем на GoPro. И мы полетели. И это было 3 дня невероятно мотивационного тренинга. Yes, I'm talking $1,800 seats, Irene. Yes, $1500 стоили билеты. Tony Robbins. Да, потому что Тони Рамбос там выступал, и самые крутые сетевики мира. И это еще раз, понимаете, говорит о том, что это сильная индустрия сетевого маркетинга. 20 тысяч человек с разных стран мира присутствовали на ней. И я бы пропустила эту конференцию, но опять же, мой любимый спонсор Брайан притащил меня в Лас-Вегас, и вы видите все, что произошло. Так что наша история, our story almost came to the end, and the conclusion, when God sends you an angel to your life, don't say, go away, open your door, and say thank you. Use the opportunity that's been given to you. So you were an angel in my life. So I'm so appreciated, Bryan, for changing my life, giving me information several times in my life, that information that changed my life. I'm 60 years old. I'm super successful in life. I'm global. I have thousands of friends around the world because of you, because you give me chance to open the door to new opportunity. So thank you, Bryan. I love you, and I will love you. I love you too. And I just want to say thank you to everybody that we have reached and on this call and in the world. Without you, it would not be possible. So we appreciate you. You're a blessing to us. К этому вебинару, и без Ирины, конечно, этого всего не было, и благословения всем вам. И что я сказала на английском, я уже не помню, но вкратце могу сказать, что Господь вам в жизни посылает ангела, и пустите его в вашу жизнь, не выгоняйте, потому что вот этот шанс, если бы тогда Брайан меня пригласил к себе домой, и я бы сказала, ой, я не могу
потому что моему мужу нужно ужин готовить. Или, ой, я не могу, потому что... Да-да-да. Я все отложила в сторону, я пошла навстречу, увидела успешного мужчину, и я сказала, я всю жизнь ждала вот такого спонсора, который может мне показать настоящий успех. Потому что, как вы понимаете, в индустрии миллионы людей. Кто сегодня может похвастаться большим чеком? Единицы. Поэтому важно, чтобы у тебя был хороший ментор. И вот Господь мне дал такого замечательного ментора, такого тренера, такого друга, с которым мы и путешествуем, и ездим в казино, и партии проводим. Каждый Крисмас у меня дома партии. То есть сегодня я могу порадоваться, что такой замечательный друг появился в моей жизни. So, Brian, what can I say? Thank you so much for everything you done to my life. So today was an amazing story from young man, a big dreamer, and huge achiever. And because of you, yes, we all in Life Farm Global, and full if you think it's over. It's not over. It's just begun. It's just begun. Yes, it just began. Еще раз, сегодня была история молодого юноши, огромного мечтателя, который стал потрясающим, успешным человеком. И не думайте, что жизнь закончила. Ох, она только начинается. Thank you. Thank you. Brian, maybe my partners can have questions for you. Let me just let me see if they, because it's free webinar, it's not like a training. We can communicate. Друзья, у вас сегодня сейчас будет возможность немножко пообщаться с Брайаном. Oh, we have 46 computers, and I know several computers have from 30 to 40 people in the room listening to you, Brian. So we have almost 200 people right now on this conference call, which is amazing. And let me show you something, Brian, and everybody. Hold on 1 second. Yes. Ребята, я хочу еще раз вам показать. Вы видите сейчас, когда-то я держала чек Брайана на $1 миллион. Видите? Сегодня у меня нет на миллион, но чек, который мне компания когда-то вручила, это был 2014 год, на 250 тысяч. Вот давайте я так вот пальчик, как это я держала, вот так, да, и вот так пальчиком показываю. Вот так. Вот сделайте фотографию сейчас, потому что для вас, наверное, это будет история, когда ты видишь, начинаешь верить, ты начинаешь осуществлять. И с первого дня, когда я пришла в компанию Life Farm Global, я стремилась строить бизнес, я стремилась закрывать титулы. Я очень хотела иметь чек на 17 тысяч, я его получила. Я очень хотела иметь следующий чек, мне компания вручила на 65 тысяч. Вот он висит здесь на стене. Видите, мои 17 тысяч, 65 тысяч, вот они все на стене. Вот мой резидуальный доход за год, это даже не полный доход, только до ноября в 2014 году. И следующий был 500 тысяч. И сегодня начните верить в себя. И давайте строить бизнес не как самодеятельность, а как настоящие профессионалы. Поставим себе цель. Если Брайан 60 лет с онкологией, да, вот смотрите, с онкологией, с циррозом печени, с онкологией, это сделал, стал миллионером, мы, если вы моложе нас, супер, делайте, вы здоровые, у вас есть все инструменты, у нас есть прекрасные презентации докторов, у нас все есть для успеха. Поэтому делайте, я надеюсь, вы сделали эту фотографию, увидеть и получить. Brian, I just told my team, when I saw your $1 million check, I was holding it. Do you remember how I want to take a picture with it? And I showed, okay, $1 million. And I told myself, if Brian could do it with cancer, I don't have, thanks God, I don't have cancer. Okay, I can do it too. So now this is my check. Presents, if you see it, do it, believe it, and you can achieve it. Okay, that's right. End of the story. The end of the beautiful, beautiful, successful story. Just a second, let me open microphones and see who wants to ask question. Мои дорогие, сейчас я открою микрофончики. Еще раз хочу сказать, все, кто хотят Брайана поблагодарить за эту историю, за пример мужества,
Пожалуйста, нажмите на микрофончики сейчас, потому что я не могу Брайана больше задерживать. Окей. Элгуджа, окей, you can talk. Здравствуйте. Hello, Брайан. Я очень вас уважаю, давно знаю. Very much. I know you for a long time. Вы стали примером того, что можно жить в достатке, не трудясь в операционном или же на работе. Спасибо, что вы нам дали пример. Thank you for your example for successful life and show us, because Dr. Elgujak is working as a surgeon right now, and you, Brian, show example how in network marketing you don't have to continue to go to work. You can create a residual income, yes, and be happy, successful. Спасибо за выступление. Thank you so much for this conversation, for this meeting. Thank you for being here. Спасибо. Да, за то, что ты здесь. Нина Лабаза, открываю тебе микрофон. So, Dr. Elguja from Georgia, Georgia in Russia. Oh, cool. Алло, алло. Нина Лабаза from California. Алло, здравствуйте. Спасибо огромное, Ирина, спасибо огромное, Брайан. Просто вы сегодня, я не знаю... Да, алло, слышно, да? Слышно? Да. Алло, слышно? Ага. Да, я, честно говоря, всегда с вами, но сегодня без слез не могла слушать. Without tears, I can listen the story. Без слез не могла я слушать, без слез радости за Брайана, что человек здоров. Это в первую очередь уже. So I was listening with my tears, and my tears were tears of happiness because of your story. Yeah. Thank you. Уже успех этого здоровья, это уже успех как результат, как пример всем. И сегодня до слез радостно за то, что у меня есть люди, мои друзья мои, которых есть такая же проблема, они опустили руки, я их поддерживаю как могу, они пьют наш ламинин, и они довольны, счастливы. Я им эту запись, Валерия, обязательно, чтобы она была, ради Бога, я хочу, чтобы они несколько раз послушали, и им это даст огромную силу выжить, быть здоровым и быть с нами. Спасибо огромное, Брайан. Да. Спасибо, Ирина. Brian, so Nina said, your story very amazing, and she has so many friends with your conditions, and they take Laminine, but they not as positive as you. And as soon as we have a recording, a video of this meeting, she will send to them and ask them to listen several times to create belief in themselves and recover. So your story is very amazing. Yes. And she was crying, and that was tears of happiness. Wow. Thank you. It's amazing. Ирена Петрук. Иреночка, здравствуйте. Ирена с группы. Я сегодня нахожусь в Западной Украине, во Львове. Irena right now in Western Ukraine, city Lviv. She's from Ukraine right now. Wow. Originally, I am from New York, Brian. And your story, I show to people every time. You are a brave man. I pass not such tough disease like you. It was many years ago, but I am very, very thankful to Laminine, to company, to people who introduced to me this powerful stuff. I wish to everyone, don't ignore Laminine. This is for healthy people, for sick people, and for believer people. Thank you very much for such excellent presentation for everyone around the world. Thank you so much. I appreciate all of your support and all the love and prayers that I feel from people. Брайан, Ирена поблагодарила Брайана за его историю. У Ирены тоже была проблема с онкологией. И она говорит, что его история потрясающая, она ему благодарна. И сейчас она с Львова слушала эту передачу, и она тоже будет делиться этой информацией со своими друзьями.
Вот. Я думаю, что Брайан сегодня очень счастлив, когда вот столько людей... Да, и Брайан говорит, что он всегда чувствовал вашу любовь и поддержку, и молитвы. Окей, Есинова Меликан. Есинова, hello. Откуда вы, дорогая, подключились? Мелимкан. Микрофон не открывается. Виара Момчева, that's our doctor from Bulgaria. Виарочка, hello. Меня слышно? Да. Здравствуйте, дорогие Ирина Савчин и Брайан Смит. Я очень рада вас слышать сегодня. And hear your story. Я познакомилась с вами в 2014 году, когда была я на LiveVention. I met you back in 2014 when I visited LiveVention. Я была очень воодушевлена, вы знаете, врачи. Врачи очень, как сказать, скептично относятся к биодобавкам. Но когда я услышала вашу историю, историю других людей, я просто была очень, как сказать, мало сказать, воодушевлена, потому что, когда я вернулась в Болгарию, каждая моя презентация начиналась с вашей истории, истории Ирины Савчин. Супер, да, я переведу, Виарочка. Okay, Viara said when she came to LiveVention back in 2014, she met you. She was really inspired by your story and stories, testimonials of other people. And when she came back to Bulgaria, she started to do presentation, and every single her presentation has your story, starts with your story and my story. Thank you. Wow. You've been famous in Bulgaria, Brian. Я очень рада, когда дарю надежду здоровых и больных людей, потому что знаю, что это значит, надежда и вера дать больному человеку, тяжело больному человеку. What means to give people hope and believe. I wish I was there. Bulgaria is a beautiful country. Жалко, что я не там, потому что Болгария очень красивая страна. Спасибо, Виарочка, молодец. Okay, Brian, I'm just reading notes from chat. Hello, Irina from Germany. Hello, Irina. Anna Rasva from Tallinn, Estonia. Durdana Gasanova from Istanbul. Wow. Nadezhda Gorbany from Russia, Krasnodar. Galina from Brooklyn. Георгий, Украина. Hello, Георгий. Здравствуйте, Ирина. Брайан, Инга, коллеги, Греция. Greece. Aitan Nap, Silver Director, Estonia, Finland. Piotr from Kazakhstan. Irena Petruk, now in Ukraine. Kvinikadze, Georgia. Viara, Bulgaria. Мой спонсор Илгуджа Квиникадзе. Окей. Сандра Узола, Латвия. Hello, Сандрочка. Марджу Рибани, Эстония. Я теж нагрівам. Andrzej Zajko. My love to Andrzej Zajko from Poland. Yes. Good job, Andrzej. Andrzej has amazing stories. Oh, his story is one of he collected 100 of stories. Maybe Andrzej, maybe one day I can invite you to my meetings, and you can share all the stories you collected from Poland, from Polish people. Very good. Lydia Lehman from Philadelphia. She said she doesn't have blood pressure, no diabetes. She lost 60 pounds. Woohoo! Wow. Молодец, Lydia. 60 pounds. Iteri Чипаршвили Рустави, Georgia, from Georgia. Здравствуйте, Brian Smith. Hello, Brian Smith. Timu in 70 and oh, you look so great in your 70. Wow, thank you. Thank you. And Tatiana Labaza said, thank you so much. Piotr Kaporin said, Brian, please tell us how much capsules of Laminine
you start to take at the beginning and how much you take right now, and what other products of Life Farm Global you've been using and how much? I take 2 in the morning, 2 in the evening, and that's what I've always taken. I take 4. When I first started, I only took 1. Когда я начал, самая моя первая доза это была 1 капсула. Because I was afraid of, you know, I have a transplant and I was afraid to take more. And I felt it. Я начал с 1 капсулы, потому что после трансплантации я боялся вообще что-либо принимать, экспериментировать, так скажем. I felt a little bit, but that's when Adrian told me, you got to take more. Take 4. И я что-то почувствовал, но незначительно. И это тогда, когда позвонил ко мне Адриан и начал на него, кстати, кричать, эй, ты должен больше принимать. And then I really, it's been beautiful. I mean, it was perfect. И когда я добавил дозировку, вот с того момента это уже замечательно. So now I take 2 in the morning, 2 in the evening, and I just stay there like that with forever. И сейчас я принимаю 2 утром, 2 вечером, и вот это столько, сколько я принимаю. I take the fish oil capsules. Он Omega. тоже омегу принимает, да. 1 in the morning, 1 in the evening. Утром и вечером. I take the digestive. Digestive он принимает. And I love the Laminine, the new. И он обожает Laminine. You don't get that yet, but it's a wonderful product. Замечательный продукт. Okay. So that's what I'm taking. Да, это то, что он принимает. И, okay, I have Ina from Germany. She's a doctor. Иночка, пожалуйста. Я хочу поблагодарить, во-первых, Брайана, а во-вторых, Ирина, могу спросить про бизнес? Я знаю, что Брайану уже нужно уходить, да, поэтому, да. Я просто единственное хотела спросить, вот ты, как он твой офлайн, ты полностью работаешь так, как он, или, может быть, он может на фоне своего успеха посоветовать что-то особенное, что он делал? Да, я поняла. Brian, Ina very appreciated to you for this meeting. She has a question about business. He wants to know if you work as me doing webinars or you have another way doing business. And as I know, I remember how you and Adrian started. You were constantly on the phone. That's what I remember. Yeah. Я, Брайан, задала твой вопрос, и я спросила, как он ведет бизнес, потому что я провожу вебинары, Брайан вебинары не проводит, и я помню, я вот этот момент помню, когда они начали бизнес, Адриан и Брайан, они все время были на телефонах. Я хотела с ними поговорить, в комнате сидела, они перепрыгивали с одного телефона на другой, потому что они постоянно звонили люди, и звонили люди им. Okay. Remember, we also did meetings, you know, occasionally. Мы также проводили встречи городские. Okay, did you want me to say something? Yeah. Okay, yeah. Basically, the best way to present Laminine, the Laminine, or the product that comes from the opportunity, is talk to people one-on-one. Разговаривать с людьми один на один. You know, they can see and they can feel and they can. Они вас видят, они вас чувствуют. That's ultimately you have to have personal contact. Да, у вас должен быть персональный контакт с человеком. Eye to eye, belly to belly, as you taught me, right? Глаз к глазу, живот к животу. Это всегда Брайан меня учил делать. But I know sometimes distance is a problem, but now we have Skype, we have all of the technology, Facebook. It's so easy now to communicate. Брайан говорит, да, лучше всего как бы персональный контакт, но когда дистанция между нами и нашими людьми, используйте технологию Skype. Кстати, по скайпу вот так можно звонить, открывать камеру и все это рассказывать. И Facebook, и другие порталы.
Yes, you have, you know, this is a business, a personal contact. It's a personal business, just like Irene and I, we are friends. Как мы познакомились, мы стали друзьями. And Brian, do you remember with Taisha Noni, I didn't know what to say. Brian, помнишь, как Taisha Noni, я не знала, что говорить. I was inviting people to home meetings. Я приглашала людей на домашние встречи. Brian was presenting the product and the opportunities. Brian рассказывал о продукте и о возможности. Я только подписывала людей. И we sign up people. And it was families and families, right? Это были семьи, семьи и семьи. Когда мы подписали, например, пришли в дом, провели презентацию, подписали эту семью, они тут же назначали на следующий день, они звонили своим двоюродным, троюродным друзьям и назначали встречу. И мы шли с Брайаном из дома в дом. And people, right after we signed them up, they called their relatives, their friends, and next day they invited us to meet somebody else, and we sign up them. And that's how I built with such a high speed business in Tahitian Noni. And that was our first experience working together. Я говорю, вот так мы быстро построили бизнес в Tahitian Noni, назначая домашние встречи. Когда, ребята, я уже пришла в Life Farm Global, я уже больше использовала вебинары, поэтому я как-то уже больше работала через интернет. Но опыт работы с Брайаном, the experience working with Brian, doing home meetings, that was the most valuable experience in my life. Вот этот опыт был самый лучший. Мы назначали очень много домашних встреч. Когда собиралось очень много уже людей, мы видели, что наша организация выросла, и невозможно же тренинги проводить, бегать по домам. Брайан тогда оплачивал залы в разных районах города. Brian, do you remember you pay for a conference room in Vancouver, in Portland? We called my Russian team. Мы приглашали русскую группу, и Brian тогда опять же проводил презентацию уже для всех и рассказывал, что дальше нужно делать в бизнесе. И вот таким образом мы работали, моя дорогая Инночка. И вот таким образом я научилась проводить презентации. И я обожаю вот эту работу один на один. Спасибо. Thank you, Brian. And okay, we have не могу открыть микрофон. Лидия Лейман. Да, здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить, конечно, за такую информацию ценную. Да, я думаю, что это будет запись, надеюсь. Но хотела вопрос задать. Была первая информация, когда только начинали бизнес, история Брауна. Шикарная презентация. Куда она исчезла с Ютуба, я не знаю. По этой информации прямо люди сразу подписывались. И вот где, может быть, у него есть записи где-то? Brian, Lydia said, when you start to do business, you create video presentation. It was on YouTube, but now it disappeared. And she said many people sign up because of that presentation of yours. So, no. What happened? Who took it down? Кто ее убрал? Maybe I will ask Lydia what exactly was in that presentation. Maybe it was my presentation. We'll check. Лида, мы проверим, что это за презентация, куда она пропала. Да. Okay, so it's the time when we have to say bye to Brian. Это время, когда уже нужно попрощаться с Брайаном. И от лица всех нас, да, я хочу его сейчас поблагодарить в вашем присутствии. Я ему просто скажу, что он изменил не только мою жизнь, он изменил всем нам жизнь, правда? Brian, so on behalf of all my organization, people who's right now on a conference call and people who will listen and watch the video, I just want to tell you that you change not only my life, you change your story, your call, your story, your insistence to bring me to this business, change life of thousands of people all over the world. So my love to you, my appreciation to you, and thank you for being on the call with us. And thank you, all of you. I greatly appreciate you, and I'm very blessed Я вам тоже признать. to have you as team partners. Thank you.
Спасибо всем вам за то, что вы выбрали Life on Global. Okay, bye-bye, everybody. Thank you, Brian, again. Thank you, Irene. I'll see you tomorrow. Yes, thank you.